Всем привет, друзья! У нас сегодня мощнейший видеообзор крутейшего варианта автомобиля на базе шасси DAF LF. Я его очень и очень долго ждал, и вот он попался в наши сети. Сейчас я вам расскажу все самые крутые его примочки. Поехали! К нам обратился заказчик, который захотел себе полнокомплектный рефрижератор. Он нам поставил задачу. Первое. Полная масса 11990 доплатонник. Второе. Кабина со спальным местом. Третье. Кузов не меньше 16 евро палет вместимости. Четвертое. Гидроборд. Пятое. Мощнейший автономный холодильный агрегат, который обеспечит любую температуру в любом интервале от плюс 12 до минус 25. И шестое. Это регистратор температурных данных для перевозки всего на свете, в том числе фармацевтики. Сделано. И это полнокомплектный рефрижератор на базе шасси DAF LF. Голландский производитель DAF представлен у нас в России среднетоннажными и крупнотоннажными шассями, а также тягачами DAF, которые профессиональным перевозчикам давным-давно известны своей надежностью. Но в отношении шасси и ее модификации нет такого большого распространения, как у тягачей. Поэтому статистики и обратной связи у потенциальных клиентов и тех, кто эксплуатирует этот автомобиль, нету. Я очень прошу тех, кто ездит и эксплуатирует модификации в виде шасси DAF, написать у нас под этим видео в комментариях свою личную историю взаимоотношений с такого рода модификациями и как они служат для вас в наших российских условиях. Нам это очень интересно. За основу базовое шасси мы взяли DAF модификация LF с индексом 210. LF это обозначение модельного ряда с полной массой 12 и 18 тонн. 210 это индекс мощности двигателя, как обычно. В нашем случае циферка округлена до красивой, а реальная мощность 207 лошадиных сил. Так как автомобиль предполагает эксплуатацию на длинные расстояния, у нас кабина взята со штатным спальным местом. Это откидная полка, которую мы с вами увидим потом внутри. Самая одна прикольная интересная штука, что у модификации этого шасси есть аэродинамические лопухи, так называемые уши. Это является продолжением обтекателя, который идет в комплектации с этим шасси, но ввиду установки холодильного оборудования мы обтекатель не ставили. Но вот эти уши здесь в обязательном порядке остаются, потому что они дают сглаживание вот этого угла и хоть какую-то маленькую экономию топлива. Что важно знать при выборе этой модификации шасси. Мотор у нас класса Евро 5, соответственно, на правой части рамы установлен бак для мочевины AdBlue. Его объем 70 литров. В комплектации нашего шасси установлены два топливных бака. Объем каждого 155 литров. Горловина, как у нормальных европейских автомобилей, конечно же, запираемая на ключ. В районе переднего правого колеса располагается механизм поднятия кабины. У него есть специальный краник, который в одном положении опускает кабину, в другом положении ее поднимает. Под кабиной у нас установлен турбированный дизельный двигатель класса Евро 5, модель FR 152. Его объем 4,5 литра, его мощность, напомню, 207 лошадиных сил. У такого вполне скромного по объему двигателя крутящий момент 760 ньютон-метров. Для такого бойца, мне кажется, вполне достаточно. Если вы считаете иначе, напишите у нас под этим видео в комментариях. Один конструктивный нюанс, который есть на этих двигателях. Вот это компрессор штатного кондиционера. Большинство автомобилей позволяет легко сохранить штатный кондиционер вместе с холодильной установкой, которая работает от двигателя. У DAF это реализовать практически невозможно. И это конструктивно очень сложно. И сколько было попыток, все заканчивались печально. Поэтому в данном случае при застройке полнокомплектных рефрижераторов всегда рассчитывайте на то, что у вас будет установлен автономный холодильный агрегат. С точки зрения безопасности
перевозок и риск потери продукции, использование автономки, конечно же, гораздо эффективнее и продуктивнее. Наш замечательный мотор работает в паре с шестиступенчатой коробкой механической завода ZF. Проверенная, известная, всем уже давным-давно знакома. Передняя подвеска у нас рессорная, допустимая нагрузка на ось 4,5 тонны. Тормоза у нас дисковые, система ABS, пневматические, резина 17,5 радиус, производитель Goodyear. Очень хорошая. Задняя подвеска у нас пневматическая. Допустимая нагрузка на заднюю ось 8,5 тонн. Тормоза дисковые, шины те же самые 17,5 производитель Goodyear, дисковые, ABS, система курсовой устойчивости, а также система противоскольжения. Это очень классные, активные системы безопасности. На задней части автомобиля установлен гидроборд, его грузоподъемность 1,5 тонны. С этой игрушкой мы будем играться чуть-чуть попозже, после того, как проведем тест-драйв нашего автомобиля по городу. На левой части нашей рамы располагается запасное колесо того же радиуса. Вот тот белый ящик, похожий на ящик защиты АКБ, но это ящик защиты АКБ нашего холодильной установки. И двойной ящик для двойной аккумуляторной батареи самого нашего автомобиля. Вот так он располагается. Две аккумуляторные батареи, напряжение 24 вольта. Кнопка выключения массы располагается недалеко от водительской двери. В таком положении ключ на старт. Ну что, тест-драйв по Москве? Грузимся, товарищи. Угол открывания 90 градусов. Два поручня удобных, которые вам в распоряжении. И ступенька. Раз. Проще простого, легче легкого. Отрегулировали руль и в путь дорогу. Огромное количество регулировок у водительского сидения по длине, по высоте, по вылету. При этом оно на пневмопружине. Это, конечно же, в условиях дальничка очень и очень серьезный фактор. Единственное, так, не хватает, наверное, немножко не хватает. Сейчас мы чуть-чуть опустим. Вот, парни, лично мне не хватает немножечко подлокотника. Вот здесь, вот под правую руку, потому что привыкли уже на фордах транзитах, они есть всегда. Так, левая сторона, обшивка левой двери в принципе выполнена тоже в виде подлокотничка, достаточно жесткий. Придется, наверное, может быть, вам тут что-то сколхозить, если лично для вас, но может быть и нет. Клавиша регулировки рулевого колеса. Вот, опустили мы в крайнее нижнее положение. Так, сейчас посмотрим. Нет, только, значит, по углу наклона колесо регулируется. Так, удобно. Все на своих местах. Запуск. Как приятно, когда двигатель работает мягенько. Значит, рулевое колесо у нас с мультифункцией. Регулировка у нас штатной аудиосистемы, громкость ее. У нас радио и вот разъем для наушников и для USB флешечки, чтобы вы могли сюда подключить музычку себе в дороге, потому что не везде радио ловит. В штатной комплектации у нас есть преобразователи, здесь достаточно интересные, с 24 вольт на 12. Вот этот разъемчик здесь. Ну что, сейчас мы прокатимся от станции Thermo King до нашей сервисной станции и пощупаем этот автомобильчик вживую. Поехали. Мягенько, приятненько.
Щиток приборов здесь очень информативный, цвета приятные, такой легкий рубиновый цвет. Всех цифр какие-то шкалы зеленые. Здесь вот есть интересная такая шкала, которая отображает эффективность, систему эффективности вашего вождения, то есть как вы ускоряетесь, тормозите, как вы едете, как часто едете накатом либо чем-то еще. И ввиду того, что этот автомобиль сейчас был в застройке и очень много стоял на холостых, его проверяли, соответственно, здесь эффективность 60%. Как только, соответственно, сюда сядет за руль какой-то опытный товарищ, я думаю, он вполне может довести этот показатель до 100%. Зеркала большие, широкие, обзор хороший в них. Имеется регулировка для удобства. И, что актуально для нашей страны, это подогрев в зимний период. И слева и справа над основными зеркалами есть зеркала асферические, которые позволят вам хорошо обозревать мертвую зону и все, что происходит вокруг вашего автомобиля. Потому что, как правило, сами знаете, какая культура у нас у водителей. Большегрузные крупные автомобили, народ, прям те, кто ездит на легковых автомобилях, не жалуют и думают, что там, ну, им очень легко едется, так же, как не на легковой. А это не так. Поэтому, господа, призываю водителей легковых автомобилей пропускать тех, кто на грузовиках. Давайте их уважать, тяжелый труд. Это реально очень непросто ездить на грузовиках, особенно в Москве или там в мегаполисах где-то. Шумоизоляция прекрасная, эргономика прекрасная, сидушка очень удобная. Жарко, мы включаем кондиционер, который у нас в штатной комплектации. Вот, врубил кондиционер на третье положение. Ну что? Вроде хорошо работает, да? Да. Хорошая обзорность свойственна большинству автомобилей такого класса, потому что высокая посадка, остекление как в аквариуме, все видишь, все прекрасно. В верхней части над лобовым стеклом у нас есть солнцезащитный козырек. И, как правило, для машин такого класса здесь характерно расположение каких-то кнопок, модулей. В нашем случае установлен цифровой тахограф. 6 заглушек для какого-то доп. Оборудования. Что ты говоришь? Значит, вот это динамик нашей российской Эры ГЛОНАСС. Вот динамика вот самого устройства Эры ГЛОНАСС. Вот. И по согласованию с ребятками из Термокинга мы сюда установили пульт управления холодильной установкой. Осталось одно свободное здесь место для установки чего-то размером 1 дин. Начинается самое веселое движение по городу. Под правым пальцем нашего мультируля располагается 3 клавиши. Одна из них — это включение горного тормоза, система торможения у них у DAF своя очень интересная. Значит, кнопка включения круиз-контроля и выключения, а также кнопка его настройки, то есть увеличение скорости и уменьшение скорости. Аэрбэга здесь я не вижу. Аэрбэга. Поехали. Стоит. DAF едет. Очень мягкая коробка, очень мягкий руль, очень мягкое управление автомобилем, шикарно. Это вот что-то похоже на МАН, наверное, тоже там по мягкости, по плавности, вот, что-то похожее. И кардинально, конечно, отличается от управления каким-нибудь Hino, либо Isuzu, японцами, корейцами, Hyundai. Ну, реально разница есть. Вот, мы спокойненько катимся, наша скорость 50 км в час, 4-я передача, 1800 оборотов тахографа, мы в зеленой зоне. Зеленая зона от 1300 до 2000 оборотов. Это тот диапазон, который говорит об эффективности использования крутящего момента и
невысокого расхода топлива. Слева от водительской стороны, от рулевой колонки у нас располагается клавиша включения света, 0, габариты, ближний, все по традиции. Далее внизу сигналы у нас здесь кстати, на поворотниках. Клавиши которые здесь у нас есть, еще 4. Это кнопка включения освещения вечернего, да. И клавиша, которая предполагает включение рабочего света, если автомобиль застраивается, например, с эвакуаторной платформой. Отдельная клавиша. С левой стороны все. С правой стороны тут вы можете видеть целая россыпь. Значит, у нас корректор освещения яркости приборки. Это у нас кнопка включения блокировки заднего дифференциала. Вот она даже с такой защитной сдвижной штучкой для включения. Значит, аварийка, заглушек куча. И вот действующие кнопки. Кнопка включения центрального замка кабины. Вы можете изнутри запереться. А эта кнопка похожа на динамик. То есть это здесь при включении задней передачи на автомобиле установлен зуммер заднего входа. Очень хорошая, правильная вещь с точки зрения безопасности. Эта кнопка, такое ощущение, что принудительного включения или принудительного отключения. Ребят, если знаете изображение, напишите в комментариях под этим видео, что она означает. Вот так вертикально столбиком выстроены крутилки регулировки климат-системы автомобиля, соответственно, направление, температурный режим и мощность вентилятора. Прикол в том, что здесь есть два положения: подача воздуха снаружи, 4 деления, и необычное переключение в другую сторону, если нужна рециркуляция. Здесь 3 положения работы вентилятора. Ну и самая нижняя кнопочка — это кнопка включения кондиционера. Кстати, прекрасно, вот сейчас мы уже проехали минут 10, он дует, работает, очень хорошо, комфортно в кабине находиться. Вместо у нас здесь еще есть 2 разъема под аддендиновые системы. Снизу штатная магнитола, про которую мы уже вам сказали, больше радио плюс проигрыватель USB. А сверху, так как автомобиль, возможно, будет возить фармацевтику и очень важно следить за температурным режимом, мы установили сюда регистратор температурных данных Thermoking Touch Lock с экраном, на котором отображается текущая температура. Мы решили, что этот регистратор лучше поставить здесь, в зоне видимости глаз водителя, для того, чтобы он параллельно с основным пультом от холодильника отслеживал температуру здесь, на вот этом экране, потому что вот здесь наиболее важно. Наш регистратор температурных данных предполагает распечатку чека, который сдается при выгрузке фармацевтики в месте приема этой продукции. Соответственно, почти все маломальски серьезные фармацевты требуют ленту отчет, на которой прописан температурный режим и как вот было, что с температурным режимом происходило во время движения. Соответственно, вот этот регистратор такую возможность дает. Очень важно, чтобы у регистратора была поверка. Наш регистратор с поверкой на 2 года. Это означает, что он поверен сертифицированной организации, и этот чек, эта лента отчет имеет юридическую силу, если этот прибор имеет поверку государственного образца. Это очень важный момент, на это надо обращать внимание. Рычаг КПП, 6 ступеней, все под рукой, как это принято называть на языке газелистов, джойстик. Все хорошо, приятно, мягко, удобно. Центральная часть нашей торпеды — это 2 воздуховода. Можете направлять. Вот сейчас мы направим на нашего оператора, чтобы его чуть охладить. И 9 клавиш. Заглушки — это кнопка включения штатного отопителя. Скажу еще то, что у нас помимо комплектации кабины кондиционер есть еще автономный отопитель кабины. Вот пульт его управления, Webasto.
здесь он располагается, а это кнопка его включения. Из активных и правильных систем, которые установлены на этом автомобиле, также есть еще система контроля давления в шинах. Она это дело высчитывает за счет того, что при стравливании какого-нибудь колеса изменяется количество оборотов, и система ABS это считывает и дает вам это, об этом сообщение на бортовом компьютере. Так что тоже хорошая, правильная, классная штука. У нас здесь есть еще вот эта кнопочка. Это, скорее всего, это как раз вот эта система отслеживания. Что она означает, ребята, напишите тоже в комментариях, что именно вот этот TC с изображением шины, что это что это значит и что имеет под собой, какой функционал имеет эта клавиша. Вот. В самом низу у нас, значит, здесь предполагается пепельница. В пепельнице лежит какой-то ключик. Что за ключик, мы потом будем разбираться. Прикуриватель и кнопка включения нашего гидроборта в этом месте. Вот, соответственно, рядом со мной под правой рукой крайне включения стояночной тормозной системы пневматической. Это кнопка управления бортовым компьютером. Вот, сервис, драйвинг саппорт, информация по автомобилю, информация о движении и настройки. Вот, в верхней части у нас остается еще два огромных кармана. Здесь есть защитная сеточка, чтобы не во время начала движения у вас там не посыпалось на вас ничего. И таких два. Комплектов ключей у нас такие вот необычные. Обычные вот от зажигания классические. И вторые ключи. Вот это центральный замок и какое-то вот освещение. А в спецификации на шасси есть еще указание о том, что эти ключи с транспондером. То есть не знаю, насколько она будет интегрирована там в нашу систему, российскую систему там, транспондеров. Это, конечно, было бы круто, но я что-то сомневаюсь, что они смогут быть завязаны. Вот два таких ключика. И это ключи от топливных баков. А что не сделать в одном ключе сразу? Моя не понимаете. Правая часть, там где сидит оператор, на удивление здесь одно кресло для пассажира. И в большинстве автомобилей такого класса правая сидуха, она так называемая скамейка. То есть не подрессоренная, ни с какой пневмопружиной, ничего. В дафе пассажир тоже едет в комфорте. Тебе хорошо? Подкидывает его даже вот так, периодически на кочечках. Вот. Для пассажира там особо, конечно, ничего нету, никаких бардачков, только ну вот ничего особо там нет. Нет, это все, ничего не открывается. Неплохой пластик, в принципе, не дребезжит. Конечно, надо посмотреть, сколько через время, как он себя будет вести. По традиции для всех нормальных европейцев у нас там электростеклоподъемники, обогрев зеркал, центральный замок. Все нормально, ребят. Все хорошо. Очень хочется услышать, ребят, мнение все-таки по поводу дафа. Дафа, может быть, в сравнении мана. Может быть, те, кто ездил и на дафе, и на мане. Нам очень хочется услышать от вас ваши личные впечатления, реальную картину. Какая машина комфортабельнее, удобнее. Какая машина в стоимости содержания более интересна. То есть, если есть какие-то кейсы, если есть живые там реальные опыты, пожалуйста, напишите нам в комментариях, нам очень интересно. На такой машине комфортабельной, на дальняк грех не ходить, прям шикарная просто. Другое дело, когда ты едешь в каком-то японце или корейце, и тебя душу вытрясет за 300 километров на это. И уже не рад, что топишь. Тут прям... Когда еще погодка хорошая. Кондиционер есть, да? И кондиционер есть, да. Поэтому можешь хоть в жару, хоть куда. По шумке вообще машина просто феноменальная. Это, конечно, акустический комфорт на дальних расстояниях очень важен. Потому что и кондиционер, и шумоизоляция очень важны. Они влияют на усталость водителя.
Хочется поделиться с вами эмоциями, впечатлениями. Крутая, мягкая, маневренная, удобная, обзорная, офигительная тачка. Ребят, так как она едет, так как она вот прям управляется, это просто песня. Это вот образец того, как это должно быть с точки зрения удобства, комфорта, загруженности водителя и вот всех этих моментов. Еще раз, DAF LF. Полная масса 11990, въездной на МКАД, без пропусков. Кабина со спальным местом, мягенькая, рулится. Куча активных систем безопасности, АБС, система курсовой устойчивости, система противоскольжения, дисковые тормоза, задняя пневмоподвеска, передняя рессорная подвеска. Допустимая нагрузка на заднюю ось 8,5 тонн по развесовке по осям. Гарантия на наш автомобиль 1 год общая, 2 года на силовую линию. Межсервисный интервал, внимание, 35 тысяч километров пробега. Мы загнали этот автомобиль на весы, взвесили. Показала. Сейчас надо съехать, и он еще раз. Сколько там получилось? Напишите в комментариях под этим видео ваши версии. В комплектации нашего автомобиля в базовый кондиционер, куча разных примочек, фен, спальное место. Оно не полноценное спальное место, как у Мана и Мерседеса, например, но это и хорошо, потому что у Мана и Мерседеса кабина смотрится гораздо больше, она гораздо больше, потому что там спальное место стационарное. Здесь откидная полка. В это все хозяйство мы сейчас еще с вами нырнем и посмотрим. Господа, нам осталось для полноты понимания, каково здесь в кабине, мне кажется, заглянуть на заднюю часть нашей кабины. О чем я и говорил, значит. Вашему вниманию вот таких 3 места хранения различного инструмента, вещей, оборудования. Возможно, в одном из отсеков, вот в этом, заказать с завода холодильник на объемом на 65 литров. Но это надо, естественно, делать с самого начала. Так. Ой, блядь. Вот, я отодвину, чтобы было мне немножко здесь поудобнее. Итак, парни, вам показывать. Наша часть работает таким образом, что нам надо расчехлить вот эти штучки. Отодвинуть, Саня мне сейчас поможет отодвинуть спинку пассажирского сиденья. Так. Так. Мы разложили спальное место. Матрас сантиметров 15. Хорошенький такой, крепенький, мягенький. Место очень классное, шикарное. Смотрите, значит, так, я ростом 185 сантиметров, значит, уперся в эту часть. И еще сантиметров 25 сними, Санек, от моих ног, вот я даже не докасаюсь. Место, пацаны, вагон. Класс. Еще очень классная, крутая вещь, шторка. Вы можете спокойно ее задвинуть. Вот таким образом она здоровая. Наполовину. Вот так вот, хопчики. И выспаться. Спальное место класс. Заключение. Мягкое, удобное, просторное, огромное. Единственное, что это односпальное место. Не совсем понятно тогда наличие пассажирского комфортабельного места. Может быть, это тогда на какие-то поездки на короткие расстояния, когда надо меняться. Но тут не получится, не сильно, наверное, получится так, чтобы там один ехал, другой отдыхал. Хотя, по-моему, по правилу это нельзя. То есть, либо отдыхаешь и стоишь, либо едешь. Так что тут личное дело каждого. Спальное место зачет. Ну что, шасси вдоль и поперек изучили, все характеристики с вами проговорили.
Вторая важная составляющая нашего рефрижератора – это изотермический фургон. За основу мы взяли в этот раз Центр Транстехмаш, фургон из сэндвич-панелей высокой изотермичности. В качестве обшив стен мы использовали плакированную сталь, обрамление фургона оцинкованный окрашенный уголок. Фургон оклеен вот такой световозвращающей лентой по правилам ЕКОН, маркировка транспортного средства. Толщина наших стен 80 мм. Габаритные размеры нашего фургона таковы: длина 7 метров, ширина 2,600, высота 2,7 метров. Высота была сделана для того, чтобы иметь возможность не делать ступеньку в передней стенке нашего фургона и возможность откидывать кабину автомобиля для производства ремонтных работ. В пересчете наши три размера дают нам 50 кубов, примерно 50 кубов по внешним габаритам. Фурнитура нашего фургона оцинкованная сталь, задняя рамка оцинкованная сталь окрашенная. Вы можете видеть на заднем портале выполнен специальный порог. Называется порог под гидроборд. Для того, чтобы гидроборд упирался не в фургон, а в этот специальный выступ и не повреждал нашу фурнитуру. Фиксатор дверей в открытом положении вот такой, необычный, но стандартный для машин такого класса. Наш фургон высокой степени изотермичности. В качестве утеплителя используется пенополиуретан. Общий коэффициент теплопроводности нашего фургона составляет не более 0,4, что соответствует ФРЦ классу, то есть для перевозки продуктов, в том числе глубокой заморозки в режиме плюс 12, минус 18 градусов. В качестве стандартной обшивки используется лакированная сталь белого цвета. Напоминаю каждое вам видео о том, что по вашему желанию любые опции, которые возможно технически реализовать при изготовлении фургона под ваши нужды, мы можем для вас, конечно же, учесть. Боковые двери, такелажные ленты, такелажные кольца в полу или, например, пол из рифленого алюминия. Вот как вы видите в данном случае, как попросил наш клиент. При этом он попросил отбортовку, общую отбортовку высотой 250 мм. Вот вы можете видеть. И тип пола, так называемое сварное корыто. Это когда сама отбортовка приваривается к алюминиевому листу с помощью аргонной сварки. Так называемое цельно-сварное корыто. Еще одна очень крутая штука — это то, что наш лист рифленого алюминия длиной почти 7 метров целиковый, без стыков. Очень многие имеют неудачный опыт, когда листы рифленого алюминия кладутся нарезанные по каким-то частям, клеятся к фанере, приворачиваются шурупами, и от интенсивной эксплуатации погрузчиками либо там карами эти листы в местах стыков начинают разбалтываться. Здесь целиковый лист рифленого алюминия длиной почти 7 метров. Наши внутренние размеры: длина 6,80, ширина 2,46 и высота порядка 2,5 метров. Это порядка 44 кубов внутреннего полезного объема, а по полу это 16 евро-палет вместимости. Если очень постараться, то с внутренней длиной 6,8 метра можно разместить и 17 евро-палет. То есть это 3 ряда это 5 рядов по 3 палета в длину и 1 ряд 2 палета поперек. Но ваши палеты должны быть идеальными, потому что там припуска практически не остается. Имейте это в виду. Как вы можете видеть, при установке рефрижераторной установки мы демонтировали штатный обтекатель. Его в принципе можно попробовать вырезать и установить, но это там трудозатратно. И мы договорились так, что наш заказчик забирает его с собой и сам будет пытаться там что-то с ним изобразить. Он у нас регулируемый, и в случае с промтоварными тентованными настройками он встает очень классно и очень к месту. Как вы можете видеть, на длине 7 метров уже 3 светодиодных плафона освещения. Здесь достаточно ярко. Третья важная составляющая нашего полнокомплектного рефрижератора — это грузоподъемный борт. Для чего он нужен?
какие виды бывают, вы уже давным-давно знаете. Мы в основном стараемся работать с немецким производителем Bark Cargolift. Сюда мы установили гидроборд на 1,5 тонны. Модель 1500 S4. 1500 это грузоподъемность в килограммах. S4 обозначение того, что здесь 4 цилиндра. 2 работают на поднимание, 2 работают на опускание. У гидроборта есть такие удобные кнопки управления на самой платформе, которые позволяют вам как поднимать, так и опускать гидроборд. И 2 рычага управления. Вот таким образом для погрузки гидроборд прислоняется к порогу, образует тем самым ровную поверхность. Он же нужен и в транспортировочном состоянии для того, чтобы упереть сюда нижнюю часть. На заднем портале вы увидите еще 2 отбойничка, в которые в транспортировочном положении лопата прислоняется и таким образом образует 4 точки крепления. 4 точки прижима своей плоскости к заднему порталу. Вот таким образом это все выглядит. Четвертая важная составляющая нашего полнокомплектного автомобиля-рефрижератора – это автономная холодильно-отопительная установка марки Thermo King, модель T800R30. T800 – это обозначение мощности холодильной установки, а эта модель конкретно рассчитана на продув 7,5 метров, то есть в нашем случае есть серьезный приличный запас по продуву, что естественно скажется на скорости нагнетания температуры требуемой, а также на расходе топлива, потому что холодильному агрегату нужно будет работать, естественно, гораздо меньше. У этой модификации также есть и модификация R50, Thermo King T800 R50, которая еще оснащена стояночной секцией привода компрессора от сети 380 вольт. Если вам это надо, то обязательно скажите нам об этом заранее, и мы для вас поставим такую установку, которая будет еще с разъемом под розетку 380 вольт. Пульт управления нашей установкой располагается в кабине. В этом месте непосредственно над взором водителя располагается наш пульт. Все достаточно просто. Нажимаем кнопочку включения, ждем, когда холодильник сам себя диагностирует и запустится. Мы слышим вот такой звук, его пугаться не надо. И сейчас будет запуск. Вот такой нормальный серьезный звук дизельного двигателя. И представьте, это еще самый тихий в классе дизельный двигатель у автономной холодильной установки. Выбираем нужную температуру. Вот у нас сейчас 18,5 градусов внутри. Мы, например, ставим 0 градусов, нажимаем кнопочку в окно, она зафиксируется. Здесь есть режим старт-стоп. Который позволяет вам при достижении нужной температуры отключаться. Дизельный двигатель включается. Вентиляторы продолжают работать, отслеживая температуру по датчикам. Как только она достигнет разницы с установленной 2 или 3 градуса, двигатель повторно запустится и доберет опять до нужной температуры. Таким образом, меньше работы двигателя и меньше расход топлива, меньшее количество часов. При этом поддержание температурного режима будет происходить. Но при этом вилка плавания градусов составляет примерно 4 градуса от заданной температуры. То есть плюс 2, минус 2. В этом интервале у вас будут ваши показания скакать. Если вы перевозите фарму, то это недопустимо. В фарме такое делать нельзя. Ну и пятая важная составляющая нашего полнокомплектного автомобиля – это регистратор температурных данных. Thermo King Touch Lock. 2 датчика, поверка на 2 года, возможность распечатки,
ленты отчета при каждом рейсе. Памяти, если не ошибаюсь, 512 мегабайт и возможность поминутного интервала для того, чтобы вы возили фармацевтику. И поверка на 2 года, еще раз напомню, очень важный компонент для перевозки фармацевтики. Самое время подводить по нашей традиции итоги. Итак, мы имеем с вами полнокомплектный автомобиль-рефрижератор на базе шасси DAF LF 210. 210 мощность лошадиных сил. Кабина со спальным местом – прекраснейший вариант для того, чтобы ездить на средние и дальние расстояния. Автомобиль максимально комфортабельный, с кондиционером, с вебастой, с задней пневмоподвеской, с магнитолой, центральным замком. Шикарнейший спальник. Спальное место просто бомбическое. Вот, по стоимости наше шасси сейчас сопоставимо со стоимостью таких автомобилей, как Hino. Но по комфорту этот автомобиль на голову превышает, естественно, своих конкурентов. Ему конкуренцию могут только составить MAN или Volvo. Японцы и корейцы, я думаю, этому автомобилю, конечно же, не конкурент. Колесная база, которую мы взяли за основу, позволяет сюда установить 16 или 17-палетный кузов. В нашем случае Thermo King. Вот, в нашем случае Центра Транстехмаш, высокая изотермичность с алюминиевым полом. Лист у нас целиковый. Очень круто. Мы сюда также установили на все случаи жизни гидроборд бар 1500 S4, 1,5 тонны и грузоподъемности и 4 цилиндра. 2 на подъем, 2 на опускание. Автономная, мощнейшая холодильная установка Thermo King T800R30 выдаст вам абсолютно любую температуру в интервале от плюс 15 до минус 25 градусов. Вы можете в данном случае возить хоть мороженое. И для того, чтобы была унификация максимальная, установлен здесь регистратор температурных данных Thermo King Touch Lock с поверкой на 2 года. Все это полнокомплектное хозяйство по максимуму на все случаи жизни и под все виды перевозок стоит по состоянию на июль 2020 года немногим более 8 миллионов рублей. Если что-то из этого вам не нужно, то мы, естественно, можем эту конструкцию удешевить. На все наше хозяйство гарантия 1 год на шасси, 2 года на силовую линию, межсервисный интервал 35 тысяч километров. Гарантия на фургон 2 года, на холодильник 2 года, на регистратор 2 года, на гидроборд 1 год. Очень просим вас поучаствовать в нормальной, хорошей, конструктивной дискуссии, выразить свое мнение, поделиться своим опытом, задать свои вопросы. Все это в комментариях под этим видео. И очень прошу, без оскорблений. Терпеть не могу, когда просто так, безосновательно, кто-то что-то оскорбляет, сидя на диване, а ничего не делая в реалии. Поэтому с вами был Кирилл Сухин. Очень мне понравился этот проект. Мы его сделали классно, круто. Давайте теперь обсуждать. И если готовы, давайте такой же и вам собирать. До новых встреч. Пока.